Важный момент. По статистике 90% меня смотрят без подписки. Проверьте, подписаны ли вы. Это очень важно. Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Многие думают, что куклы это невинные детские игрушки. Но что, если это не так? Многие из них имеют свою жуткую историю, что в итоге превращается во встречу с призраками, которые живут внутри их. Сегодня мы посмотрим ролики, на которых страшные куклы были засняты на камеру. Ну что, вы готовы? Тогда начинаем. Кукла на кладбище. В июне 2021 года одни исследователи паранормальных явлений решили обыскать местное кладбище в одном из городов в Мексике. До них дошли слухи о странных вещах, происходящих на территории кладбища. Местные жители часто сообщают, что слышат крики и замечают необычные темные фигуры, гуляющие по нему поздно ночью. Самая страшная история касается куклы с привидениями, которая сидит в одном из склепов. В ней говорится, что она оживает и перемещается между могилами. Итак, исследователи отправляются на кладбище в поисках паранормального. Еще в начале, пока молодые люди находились возле кладбища, они утверждают, что слышали странные звуки, которые доносились из глубины. Затем они подошли к той самой кукле. No mames. No mames. ¿Crees que la abrió ella, güey? Pero qué pedo, güey. No mames. Esto se abrió sola, cabrón. No mames. La muñeca se movió, Chicho. Chicho se movió, güey, la muñeca, güey. La madre, güey. La madre, güey. Y, güey. A la mierda. И она пошевелилась, будто хотела посмотреть, кто там пришел. Авторы были напуганы этим моментом, но это был не единичный случай встречи с данной куклой. За месяц до этого другие исследователи городских легенд сняли на камеру эту же куклу, которая двигалась сама по себе. Посмотрите. Ay, mamacita, se movió, güey. Se movió, güey. Se movió, güey. Se movió, güey. Добавляет ужаса этому видео то, что данный случай был снят во время прямого эфира. Сотни зрителей в режиме реального времени наблюдали за тем, как кукла двигалась внутри склепа. Возможно, это кладбище является домом для беспокойных духов, а внутри этой куклы живет одержимая сущность. Вы так не думаете? Кукла Лили. Казалось бы, обычный ролик. Мужчина берет камеру, чтобы заснять трогательный момент, когда его жена играет с домашним попугаем. Но в кадр попало не только это. Незваный гость в лице куклы по имени Лили решил украсть всеобщее внимание. Kiss? It's not a kiss, Isa. Come on, kiss. Oh, well. She tries. Мы видим, как на заднем плане начинает происходить какое-то движение. Кукла поворачивает голову, видимо, чтобы пронаблюдать за тем, что происходит прямо перед ней. Несколько мгновений спустя она снова двигается, и складывается ощущение, что эта кукла действительно жива.
Это призрачная кукла или простое совпадение? Поделитесь своим мнением в комментариях. Кроме того, напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, который отлично дополняет наш YouTube. Контент там не повторяется. Рекомендую подписаться. Ссылка будет в описании. Призрачный манекен. В данном видео будет показано то, что казалось бы просто невозможно. Ролик был записан на камеру мобильного телефона человеком, который кого-то ждет возле торгового центра. Непонятно, что заставило его достать камеру. Возможно, автор просто что-то заметил. Но произошло то, что произошло. Он акцентирует внимание на магазине с двумя манекенами. В этот момент можно заметить, как манекен поворачивает голову лицом к камере. Кажется, что он смотрит прямо на человека в машине. Зрители этого видео придумали несколько теорий о том, что происходит. Некоторые считают, что это просто иллюзия. Теория гласит, что капля дождя скользит по окну автомобиля и создает подобное преломление. И из-за этого казалось, что голова манекена сдвинулась с места. Другие думают, что видео было просто постановкой, предполагая, что человек в белом комбинезоне выдавал себя за манекен внутри магазина. Третьи уверены, что в манекене поселился призрак, либо демон. Независимо от того, что здесь происходит, видео несомненно жуткое. Любой бы человек был бы напуган этим пустым, безликим лицом, которое повернулось, чтобы посмотреть на них прямо сквозь дождь в этот серый день. Это одержимый манекен или просто уловка света? Напишите свое мнение внизу в комментариях. Кукла, клоун. Автор следующего ролика купил куклу-клоуна 1940-х годов на придомовой распродаже. Он положил ее на полку и начал готовиться ко сну, как вдруг в доме начало происходить что-то странное. Alright, YouTube. I was just sitting down, getting ready to go to bed, and the fucking music box up there just starts playing. Sorry, I'm a little sick. I was trying to rest, but, you know, after putting this doll back on the shelf, that hand decided to move, and I put that there just to, you know, maybe these two things talk to each other? But no, the old lady that this belonged to, actually belonged to her mother, and she said that she calls it squeaky because at night you could hear the doll squeak, which I did hear it squeak. Holy holy did you guys see that? My f***ing hands are shaking. Sorry, let me switch the other hand. Holy the f***ing hand just f***ing moved. I'm actually probably going to lock this thing back up. Its hand f***ing moved out more, dude. Screw that. В начале видео неожиданно заиграла музыкальная шкатулка. Автор подходит к ней и осматривает полку. Но затем рука новой куклы пошевелилась и прилично испугала автора ролика. После этого он решает запереть эту куклу и больше к ней не прикасаться. В этом клоуне действительно кто-то живет? Или это просто попытка обмануть зрителя? Решайте сами. Живой фарфор. Автор ролика – коллекционер паранормальных кукол. Однажды к нему пришла новая кукла, и он проводит на ней несколько паранормальных тестов, но нужного результата они не дают. Затем он решает поставить куклу на полку и записать ее ночью на инфракрасную камеру. И посмотрите, что ему удалось заснять.
Автор говорит, что данное видео очень сильно его напугало. Он также утверждает, что в эту ночь ему приснилась женщина, которая стояла у его кровати, а кожа ее была как будто фарфоровой. После этого автор решает больше не проводить свои тесты над этой куклой, а чтобы перестраховаться, он просто сжигает ее. Это настоящее проявление проклятой куклы или просто попытка мистификации? Решать только вам. Что-то преследует их. Данное видео было снято мужчиной по имени Бобби, который живет со своей дочерью в доме, в котором в последнее время происходят странные вещи. Бобби не может избавиться от чувства, что что-то преследует его и его дочь. Он начал снимать паранормальные явления с тех пор, как они начались. Итак, Бобби находится в своей гостиной, как вдруг из его спальни стали доноситься странные звуки. Он берет свой телефон и снимает на камеру следующее. It's either in my room or Sky's room, but Sky's passed out right now. But it's crazy, yo. Hold on. See, she's sleeping. See, I'm telling you, I keep hearing weird shit. I think it's coming from my room now. I don't know what that sound is, though. Oh, what the f was that, man? Yo, f this, f this. Звук шагов слышен прямо за его спиной, как будто кто-то вошел в комнату. Напуганный Бобби быстро уходит из нее. В течение следующих нескольких месяцев Бобби продолжал публиковать видео странных происшествий в своем доме. Но самое последнее видео, по его словам, беспокоит его больше всего. I know y'all hear the footsteps. I'm like shaking already. So early in the morning too. See, I know you hear him pacing in there. Nah, get out of here, man. Hello? I'm like freaking out. Он один дома и снимает следующее. Дверь той самой комнаты, где были слышны шаги, открывается сама по себе. Бобби начинает думать, что он сошел с ума. Но это было лишь только начало, потому что в следующий раз он снимает что-то еще более жуткое. It always gets crazy when I'm here by myself. Or when my daughter's sleeping. But, see? I told you. I want her piano again. Hello? See, there's her piano. Don't mind her room. She has so many damn toys. We gotta clean up like every day in here. Hello?
But at least y'all caught that part. Yo. Nope, I'm good. Nope, I'm good. Shut that. I'm telling you, every time I'm here by myself, man. See, look, her piano's still going off in there, man. Бобби снова один дома, когда что-то необъяснимое происходит в комнате его дочери, и игрушки таинственным образом начали включаться сами по себе. В конечном итоге Бобби, публикуя свои видео, надеется, что кто-то сможет объяснить ему, что происходит у него дома. Зрители заметили, что на каждом видео в кадре присутствуют куклы, что вылилось в теорию, что в одну из кукол вселилось привидение и теперь играет с Бобби. Если мы посмотрим все видео еще раз, то действительно увидим куклы в каждом кадре. Кроме того, на последнем видео именно игрушки начали проявлять свою активность. Кто знает, может быть, одна из них действительно проклята. Странное чувство. В данном ролике пользователь TikTok сумел снять на камеру паранормальное явление, связанное со старой куклой. В течение дня его не покидало чувство, что за ним кто-то следит. Кроме того, он знал историю куклы, которая была связана с множеством смертей. Он решает взять камеру и проследить за ней, но он не ожидал, что сможет заснять это. Кукла находится в упаковке и стоит высоко на полке. Можно услышать, как играет музыка, и в этот момент каким-то таинственным образом кукла медленно начинает наклоняться сама по себе. Кажется, что она смотрит прямо на автора ролика. Но что вы думаете об этой страшной кукле? Может ли это быть действительно паранормальным явлением? Пишите свои мысли в комментариях. Чревовещатель. Чревовещатель Энди Гросс привык к тому, что его окружают куклы, которые другим могут показаться немного жуткими. Этим видео он поделился на своем канале YouTube в прямом эфире. Он впервые почувствовал, как его пугают собственные куклы. Во вступлении к видео он заявляет, что заметил, как куклы иногда меняют свое положение, пока его нет дома. Он думает, что его жена или кто-то из его детей могут играть с его куклами, поэтому он решает установить скрытую камеру на время своего отсутствия. Он просматривает отснятый материал, ожидая увидеть, как член его семьи пробирается в комнату и перемещает куклу. К сожалению, он видит нечто гораздо более жуткое. Энди заявляет, что он внимательно проверил механизм куклы, но не увидел ничего необычного. Так что же могло заставить эту куклу двигаться самой по себе? Во время представлений чревовещатели обычно наделяют своих кукол личностями. Но видеть, как кукла движется без своего владельца, безусловно, это очень страшно. Конечно, многие зрители думали, что это все просто розыгрыш. В конце концов, чревовещатели – это шоумены. Тем не менее, Энди утверждает, что он также был очень напуган отснятым материалом. Он заканчивает видео, заявляя, что планирует снять больше видео со скрытой камеры. И если это случится снова, то он продаст все куклы и уедет из этого дома. Наверное, это хорошая идея. Она улыбается тебе. Данное видео требует небольшого пояснения. В начале 70-х годов прошлого века компания Metal Toys выпустила куклу под названием
Соузи. Если вращать руки куклы, то положение глаз и выражение лица куклы меняются. Ютубер, коллекционирующий жутких кукол, утверждает, что в одной из них живет привидение. Он говорит, что руки у его куклы уже давно сломаны, и изменение положения глаз и мимики не работает, и даже демонстрирует это. Mattel Sansi doll is supposed to be able to do this and all that. You can hear the cranking motion. It doesn't work. И действительно, вы можете услышать, как движется механизм, но ничего не происходит. Однако ютубер утверждает, что поздно ночью мимика куклы все-таки меняется сама по себе. Давайте посмотрим. Как вы думаете, это кукла с привидением внутри или просто жуткий фейк? Бальзамированное тело. В этом видео мы видим двух молодых женщин на улице в одном из городов в Мексике. Когда они смотрят на витрину магазина, происходит что-то жуткое. Если вы внимательно посмотрите на глаза манекена, то увидите, что они слегка смещаются. Эти женщины не первые, кто приходит в ужас от этого манекена. Этот манекен известен как Ла Паскуалита, и она украшает витрины магазина с марта 1930 года. Местные жители в те времена слагали легенды об этом манекене. Они были шокированы тем, насколько реалистичным он выглядит. К примеру, руки манекена, как говорили жители 30-х годов, являются слишком реалистичными, так как сквозь так называемую кожу манекена можно увидеть вены. Кроме того, местные заметили, что манекен похож на дочь владельца магазина, на дочь, которая совсем недавно скончалась от укуса ядовитого паука, незадолго до того, как она должна была выйти замуж. Начали распространяться слухи о том, что Ла Паскуалита вовсе не манекен, а скорее забальзамированное тело дочери владельца магазина. Это было незадолго до того, как прохожие начали сообщать, что они видели, как манекен двигался, особенно его глаза. Из-за этих слухов многие теперь считают, что дух дочери владельца все еще привязан к магазину и наблюдает за проходящими мимо людьми через глаза этого манекена. Действительно ли этот манекен является хорошо сохранившимся телом невесты? Или это просто дань уважения от скорбящего отца? Делайте выводы сами. Подозрительный взгляд. В следующем видео девушка увидела в антикварном магазине что-то, что ей очень захотелось приобрести. Глаза куклы, казалось, следили за ней, куда бы она ни пошла. Ее это заинтересовало. Она купила куклу и забрала ее домой с целью доказать, что ей это не показалось. Но она не имела понятия, чем эта покупка может обернуться. Она сразу же начала записывать видео в надежде запечатлеть доказательства паранормальной природы куклы. И игрушка ее не разочаровала. Она положила куклу и продолжила ее рассматривать. На этот раз она двигала головой куклы вручную, чтобы посмотреть, есть ли какое-то логическое объяснение тому, как голова могла повернуться сама по себе.
Когда автор ролика поворачивает голову, то глаза куклы, кажется, двигаются, чтобы рассмотреть человека, который держит ее в данный момент. Да, некоторые куклы сделаны с веками, которые могут открываться и закрываться сами по себе, но нет логического объяснения тому, как ее глаза могут двигаться полностью сами по себе. Быть может, эта кукла одержима духом владельца? Или есть другой способ объяснить отснятый материал? Пишите свои теории в комментариях. Ну что, друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео из мира мистики. Всем спасибо за просмотр. Свидимся в новом ролике. Всем пока. Всем привет, меня зовут Константин, и это другая сторона. Многие думают, что куклы это настоящее проявление проклятой кухни. Какой кухни?